Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами свяжем вот такую вот шикарную подушку из шнура Нуга Мини от сайта Пряжа Центр. Ссылочку на этот сайт я оставлю вам в закрепленном комментарии под видео. Также оставлю там промокод на скидку в 10%, чтобы можно было сэкономить. Не забудьте ввести его в корзине. Итак, вот так вот выглядит шнур Нуга Мини. Цвет у меня Барби. Цвет шикарный, розовый такой. Я когда достала мотки этого цвета, у меня дочь подошла. О, мама, это мне. Итак, уйдет у нас 1,5 мотка. На вот эту вот подушку уйдет у нас 1,5 мотка. По размерам она у нас получится 35 на 35 сантиметров. Что нам понадобится для вязания? Итак, 1,5 мотка шнура Нуга. Спицы. Вот такие вот у меня спицы 35 сантиметров, размер 5,5. Еще нам понадобится обычная декор-подушка, которую вы можете либо купить где-нибудь в магазине, да, декор-магазине, либо можете сшить сами. Там, в принципе, ничего сложного нету. Также нам понадобится игла для сшивания деталей, потому что будем вязать мы 2 отдельные половинки. И потом я покажу вам красивый, аккуратный шов, чтобы не видно было вообще, что мы здесь где-то что-то сшивали. Единственное место это вот здесь. Немножко будет видно шов. Также ножницы и, в принципе, все. Что еще хотела сказать? К сожалению, к моему великому сожалению, у меня не получилось просунуть вот эти вот большие длинные спицы под камеру. Я постоянно задевала камеру, постоянно цеплялась везде, у меня ничего не получалось. Очень я бесилась от этого, очень все раздражала, психовала, даже плакала, честно. В общем, в итоге я решила показать, как вязать этот узор на небольших спицах, да, вот таких вот маленьких, и на другом мотке пряжи, то есть на тоненьком мотке, потому что тонкие спицы и толстая пряжа немножко не очень сочетается, и тяжело это тоже будет показывать, поэтому узор я показала вам на другом формате, да, так скажем, пряжи, но я постаралась максимально подробно это все вам показать, все нюансы, все вот эти соединения, пересоединения, да, то есть мы вяжем косы, соответственно, нам нужно будет перебрасывать нити. Я показала 2 способа вязания, то есть как вязать этот узор с дополнительной спицей, да, то есть все косы мы вяжем с дополнительными спицами, да, и также как вязать этот узор без дополнительной спицы, то есть у кого просто 2 спицы и больше ничего нет, да, ну, то есть для новичков и не только новичков. В общем, постаралась я максимально подробно это все показывать. И, если честно, большую часть видео заняли именно те моменты, где я буду показывать, как именно сшивать вот эти вот наши детали. Потому что для некоторых это очень сложно. Поэтому я уделила большое внимание именно тому, как сшивать наши детали, чтобы не было видно швов. В принципе, это все, что я хотела сказать по поводу подушки. Также у меня есть небольшой спойлер. Моя кофточка. В следующем видео я обязательно покажу и расскажу вам, как я ее вязала, то есть покажу, как вязать все эти узоры, узор полочки, узор рукава, расскажу все полностью от набора петель и так далее. В общем, ждите нового мастер-класса. А теперь пойдем вязать подушку. Сначала я сделаю одну петлю крючком. Одеваю ее на спицы, подтяну и вот таким вот образом раскладываю нити на пальцы. Для примера нам нужно набрать с вами 18 петель на спице. Одна уже есть, вот так и вот так. Вторая. Дальше смотрим, заводим сюда, сюда и вот сюда. 3 петли, 4, 5, 17, 18. Дальше хвостики завязываем, чтобы они не распустились у нас. Нить обрежу, вот здесь вот этот хвостик, чтобы он мне не мешался. Итак, что мы с вами набрали? Петля кромочная, 2 петли изнаночные, 12 петель косы, 2 петли изнаночные и последняя кромочная петля. Это я набрала для примера. Теперь начинаем первый ряд рисунка. Первую петлю кромочную снимаем. Дальше у нас по рисунку 2 петли изнаночные. Раз,
2. Далее 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Остается 3 петли, 2 вяжем изнаночные для симметрии и последняя кромочная петля тоже провязываем изнаночной. Вот так. Далее второй ряд, разворачиваем вязание, ряд изнаночный и вяжем мы его по рисунку. То есть над лицевыми мы вяжем лицевые, над изнаночными вяжем изнаночные. И последнюю кромочную провязываем изнаночной. Далее третий ряд рисунка. И мы с вами начинаем делать косу. Для начала кромочную петлю снимаем. Далее вяжем 2 изнаночные. 1, 2. После этого провязываем 4 петли лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше у нас осталось 8 петель на спице лицевых. И нам нужно переснять первые 4 петли, которые у нас стоят, на дополнительную спицу. Я переснимаю на крючок, потому что спицу я не нашла. И убираем их за вязание, за работу. Далее у нас осталось 4 петли. Мы провязываем их. 1, 2, 3, 4 лицевые. И немножечко спицы повернем. Снова одеваем на рабочую спицу оставшиеся 4 петли с дополнительной. И теперь уже эти петли провязываем тоже лицевыми. 1, 2, 3, 4. Осталось у нас 2 изнаночные. 1, 2. И последняя кромочная, тоже изнаночная. Вот что у нас получилось. Первый такой поворот косички. Далее 4-й ряд вяжем без изменений по рисунку. Первую петлю кромочную снимаем, над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными вяжем изнаночные. Дальше 5-й и 6-й ряд мы тоже провязываем по рисунку. Над лицевыми лицевые, над изнаночными вяжем изнаночные. 1. 7-й ряд рисунка. Кромочную снимаем. Далее 2 изнаночные. 1, 2. Далее делаем еще один заворот косички. Первые 4 петли мы переснимаем на спицу. 1, 2, 3, 4. Либо на рабочую, либо на дополнительную. Я их снимаю на рабочую. Так быстрее и проще. Далее у нас идет 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Теперь смотрите, вот эти вот первые 4 спицы, они у нас должны остаться перед работой. Вот таким вот образом мы снимаем петли со спицы и сзади снова одеваем. Вот что у нас получилось. Перекрестили и первые 4 провязываем лицевыми. 2, 3, 4. Далее еще 4 лицевые. 2, 3, 4. 2 изнаночные. И последняя кромочная изнаночная. Вот у нас получился еще один виток косички. Далее, смотрите, 8-й ряд мы провязываем по рисунку. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные.
А после этого мы с вами повторяем наш раппорт с 1 по 8 ряд. То есть очень простая коса, очень простой узор. Вяжется легко и очень быстро. Схему этого узора я еще обязательно оставлю вам в описании, то есть распишу каждый ряд по петелькам, где и как вязать. А сейчас давайте я провяжу еще один раппорт рисунка и покажу вам, что получилось. Вот смотрите, я провязала еще один раппорт вверх, и вот такая вот коса, видите, уже красивая и аккуратная получается. И на всякий случай давайте я вам покажу еще раз, как без дополнительной спицы вязать третий ряд раппорта. Это вот этот вот заворот, видите? Кромочную петлю снимаем. Раз, два, изнаночные, 4 лицевые. Раз, два, три, 4. И теперь смотрите, чтобы провязать вот эти 4 петли за работой, мы рабочую нить убираем перед работой. Дальше переснимаем 4 петли. Раз, два, три, 4. И продолжаем вязать 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Вот что у нас получилось. Вот здесь ниточка немножко растянута, не переживайте. Дальше заводим нашу спицу назад, отсчитываем 4 петли, которые мы провязали, и одеваем на спицу те 4 петли, которые мы пересняли. Именно сзади. Дальше снимаем и одеваем. Вот что у нас получилось. Делаем перекрещивание и провязываем 4 лицевые петли, которые мы переснимали. Далее 2 изнаночные. И вот что у нас получилось. Видите, здесь ничего не видно. Дальше у нас идет 3 ряда по рисунку без изменений и снова перекрест, но уже вот этой косы. Думаю, принцип вязания вы уже поняли. Ну так, на всякий случай показала и такое перекрещивание, чтобы и за работой, и перед работой без дополнительной спицы для новичков, потому что очень много смотрят новичков, поэтому показала для всех. И теперь давайте возьмем основные полотна и соединим их. Это убираем, и вот что у меня получается. Вот такие вот полотна. Здесь, смотрите, 2 одинаковых полотна у меня. И давайте расскажу, как их вязать. Во-первых, на спице мы набираем с вами 46 петель. Получается 44 петли рисунка и 2 петли кромочные. Расскажу, что входит в эти 44 петли рисунка. Да? Вот так вот растянем. Получается 3 косы. 2 изнаночные с этой стороны, 2 изнаночные между этими косами, 2 изнаночные между этими косами и 2 изнаночные вот здесь с края для симметрии. Вот что входит в эти 44 петли и 2 кромочные. Провязываем, смотрите, точно так же вверх мы провязываем с вами 44 ряда. Кромочные вот эти петли не считаем. 44 петли здесь по рисунку, 44 ряда провязываем вверх. Полотно будет немножечко стягиваться, потому что это косые. Во всех косах полотна стягиваются. Не переживайте, оно растягивается, расходится и на подушке будет смотреться шикарно. Теперь давайте перейдем к соединению наших половинок. После того, пока не забыла, после того, как вы свяжете 44 ряда в высоту, оставляем небольшой отрезок нити, чтобы соединить наши половинки. Выставляем их вот таким вот образом, то есть вверх к верху, чтобы наши косы шли друг от дружки, да, то есть, не знаю, как вам показать, объяснить, да, вот таким вот образом, чтобы у нас низ, допустим, к низу, верх к верху. И теперь давайте, смотрите, осторожненько достаем верхнюю спицу и точно так же осторожно достаем нижнюю спицу.
Я уже вдела нить в иглу, и теперь смотрите, как мы будем с вами соединять наши петельки. Во-первых, вот здесь вот кромочные наши разворачиваем вот таким вот образом и протягиваем нашу нить через кромочную петлю вот так. Что мы делаем дальше? Далее у нас идет тоже кромочная петля, разворачиваем ее лицом к себе и вставляем нашу иглу вот таким вот образом. Видите, сверху вниз. Находим следующую изнаночную нашу петельку и выходим. Вот у нас она смотрит к нам правильно лицом. Обязательно не перекрестите, не сверните ей шею никаким образом. Снизу вверх. Придерживаем петельки руками и вытягиваем нашу нить. Вот так. Далее. Вот здесь вот тоже у нас, не пропустите, 2 изнаночные петельки. Дальше вставляем нашу иглу вот таким вот образом. Вот она наша кромочная петля. Она немножко стянулась, это ничего страшного. Вставляем сверху вниз. И вот здесь вот придерживаем пальчиком. Разворачиваем к себе правильной стороной нашу изнаночную следующую петельку. И снизу вверх вставляем иглу и вытягиваем нить. Подтягиваем. Аккуратно подтягивайте таким образом, чтобы вот эти петельки наши не были сильно стянуты и были размером, как вот эти вот наши петельки вот здесь вот, которые идут. Далее находим, вот они наши следующие петельки с этой стороны, вставляем иглу, все время я крючок хочу сказать, вставляем иглу в середину предыдущей и выходим снизу следующей петельки. Придерживаем и вытягиваем. Далее разворачиваем. Это изнаночные петельки, они немного перекручиваются. Вставляем сверху вниз в предыдущую петлю и снизу вверх, где она? Вот, чуть не пропустила. Снизу вверх следующую петлю. Опять же, придерживаем петельки руками. И провязали. Вот у нас уже появилось такое вот красивое соединение. Далее разворачиваем изнаночную петельку к себе лицом, вставляем сверху вниз предыдущую и снизу вверх следующую петельку. Вытянули. Эта сторона. Опять же, сверху вниз в предыдущую и снизу вверх следующую. На лицевых это намного легче, там ничего не перекручивается у нас. Далее, опять же, сверху вниз в предыдущую и снизу вверх в следующую петлю. Здесь ниточка немножко распускается. Это все дело нужно будет подпалить, чтобы было легче. И вот видите, вот такое вот красивое, аккуратное, бесшовное соединение у нас получается. Дальше еще раз показываю, смотрите. Предыдущая петелька, сверху вниз в серединку мы вставляем иглу. Вот она следующая петелька. Снизу вверх мы выходим в следующей петельке. Вытянули. Далее. Обратная сторона, сверху вниз и снизу вверх. Так, петельки немножко у меня стянулись. Плохо держала. И таким образом прошиваем все полотно до конца ряда. Обязательно, пожалуйста, будьте внимательны. Не пропустите ни одну петельку. Это очень легко сделать. Особенно там, где у нас изнаночные идут. И где наши вот эти вот завороты. Сейчас я дойду до заворота и покажу вам поближе, как это все происходит. Потому что здесь очень легко запутаться и выйти не в ту петлю. Развернуть ее, перекрутить. И тогда весь наш шов вылезет наружу, и его будет видно.
А так мы соединили косы таким образом, чтобы они у нас начинались друг с дружки. Вот видите у нас, как это все получается. Не забываем. Сверху вниз в предыдущую петлю, снизу вверх в следующую петлю. И петельки придерживаем, чтобы они у нас не распустились. Будьте аккуратны. Сильно не затягивайте петельки. Ну, вот как раз подходим к тому месту, где у нас заворот. И смотрите, вот здесь вот разворачиваемся. Видите, у нас вот здесь вот заворот. Обязательно не запутайтесь. Не провяжите сначала вот эту петлю, а потом вот эту. И видите, вот здесь. Смотрите, обязательно пришивайте все петли по очереди. Тогда у нас все будет аккуратно. И наши косы продолжат друг друга. Предвкушая вопросы, опять же, по тому поводу, почему бы не связать полностью общим полотном, да, то есть начали вязание и продолжили вот так вот, без всяких сшиваний и так далее, без заморочек, да, вот в этом месте именно. И провязать, допустим, сразу 88 рядов, да, получается, 44 плюс 44. Ну, вот, посмотрите, видите, наша коса как стала. И никакого шва здесь не видно. Так вот, почему бы не провязать, да, сразу 88 рядов, чтобы без всяких заморочек. Ну, дело в том, что, в принципе, это сделать можно, если вас не смущает рисунок. Я хотела именно, чтобы у меня мой рисунок, то есть косы, начинались друг напротив друга. Если вас это не смущает, да, то есть вам без разницы, как будут смотреться косы, в принципе, там разные стороны, не видно, да, и так далее, то можете просто провязать эти 84 ряда, ой, 88, извиняюсь, и потом соединить. Да что такое? Будьте аккуратны, вот здесь вот. Да что ты будешь делать? Прям не хочет заходить в середину и протыкает мне петлю насквозь. В общем, так. Можете провязать это все одним полотном и потом просто соединить, да, по бокам остатки уже. Можете, как я, немножко заморочиться, чтобы был красивый рисунок, красивое продолжение, но, в принципе, здесь вяжется это все просто, соединяется это все тоже просто. Главное, чтобы вот вы следили за вот этими петельками и не перепутали, не перекрутили изнанку, лицевую сторону и не пропустили петельку. Поэтому до конца ряда уже, думаю, вы прошьете сами. Здесь ничего такого сложного нет. И я покажу вам, как сшить остальные бока. Итак, смотрите, после того, как мы вышли с вами в кромочной, то есть мы вышли в кромочной с этой стороны, после этого вышли в кромочной с этой стороны, дальше мы снова проходим сюда, в кромочную, и сюда. В обе стороны вставляем иглу сверху вниз и формируем кромочную петлю. Вот так. Далее вот эти вот ниточки мы можем с вами связать. Получается, эта нить одна, которую мы шили. Вторая нить, это которая осталась у нас от второго полотна. Вот так.
И вот посмотрите, вот такое вот у нас бесшовное, красивое, аккуратное соединение получается. Очень классно смотрится вместе. И теперь после того, как мы вот так вот сложим пополам наше вязание, да, наши косички продолжатся и будут смотреть в одну сторону вверх с этой стороны и с этой. Итак, смотрите, что мы делаем дальше. Вот этот хвостик убираем внутрь, он нам не нужен. И одеваем на иглу тот хвостик, который у нас остался от второго полотна. И будем сшивать наши вот эти вот края, бока. Так, как бы это все дело так положить, чтобы это все ровно, аккуратно смотрелось. Теперь смотрите, как мы сшиваем. Сшивать будем матрасным швом. То есть для начала, смотрите, вот за вот эти вот перемычки. Вот одна перемычка, так, вот поближе подниму. Вот видите, вторая перемычка. Вот видите, если мы заводим крючок под одну кромочную, снизу под другую кромочную, вот у нас открывается вот эта перемычка. Сшивать мы будем вот за эти перемычки. Итак, вот смотрите, вот здесь по узлу видно, где мы с вами закончили. Вставляем сначала иглу с изнаночной стороны и выводим нить на лицевую сторону. Теперь находим первую перемычку. Получается, смотрите, вот у нас, видите, наш шов, вот эту вот часть мы пропускаем. И находим следующую перемычку, получается, вот с этой стороны. То есть вот она наша последняя кромочная, вот она следующая кромочная. И вставляем иглу вот таким вот образом. Видите? Еще раз. Сверху и выводим снизу. Вытянули нить. Далее. Вот она наша следующая кромочная. Вот видите, наш шов. Вот она наша кромочная на другой половинке. Сверху вставляем иглу и выводим снизу. Вытягиваем петельку. Потом, когда это все стянется, будет смотреться намного симпатичнее. Итак, далее находим следующую кромочную с другой половинки. Блин, как оно? Да, вот она. Сверху вниз вставляем иглу и выводим нить. Далее вот она у нас идет другая половинка сразу. Видите, вот у нас наша нить. Вот она следующая вот эта вот перемычка. Сверху вниз вставляем иглу. И вот видите наш шов. Аккуратно. Раз. И вот здесь вот ничего не видно. Вот, смотрите. Далее. Следующая перемычка с этой стороны. Вытянули нить. И следующая перемычка с этой стороны. Вытянули. Видите, какая красивая коса у нас получается вот здесь. Далее. Следующая перемычка с этой стороны. Вытянули. И следующая перемычка вот с этой стороны. Вытянули. И обратите внимание, вот какая красивая коса у нас по боку получается. Таким образом сшиваем до нашего края. Итак, смотрите, после того, как мы с вами дошили до конца, у нас вот с этой стороны открывается начало ряда, да, то есть петельки наши, из которых мы начали вязать. С этой стороны и с этой стороны то же самое. Итак, находим, смотрите, первую изнаночную, вот она у нас немножко зашла, я за нее соединила нить, это в принципе не страшно. Мы вставляем иглу в середину этой петли и выводим из середины, получается, как и до этого, сверху вниз в середину сюда и выходим из середины следующей петли. Стянули. Далее. Вот она следующая половинка. Так. Вот они, видите, две эти лицевые изнаночные петельки.
И мы вводим в середину вот этой петельки и выводим в середину, но уже снизу вверх, следующей петельки. То есть точно так же, как мы сшивали противоположную сторону. Далее, вот она, видите, эта петелька. Вводим в середину сюда и выводим в середину вот этой петельки, следующей, вот она лицевая идет. Все это дело потом затянется аккуратненько, и все будет красиво. Так, сейчас фокус настроим в середину этой петельки и выходим снизу в середину лицевой петельки следующей. Затянули этот угол. Выдавливаем, и вот что у нас получается. Давайте еще раз поближе. Итак, смотрите, вот она. Середина сверху вниз, середина снизу вверх. Далее с этой стороны. Середина сверху вниз. Аккуратно, ничего лишнего не проткните. И середина сверху вниз. И продолжаем так до конца ряда. Сильно петли тоже не затягиваем, чтобы у нас сформировалась наша елочка. Сейчас сделаю пару стежков и покажу, что у нас в итоге должно будет получиться. То есть точно так же нашего шва не должно быть видно. Еще пару стежков. Так. И вот что у нас получается. Ровное, аккуратное, тоже бесшовное соединение. Вот она наша елочка. То есть они продолжают друг друга. Итак, я дошила до конца ряда. Еще раз вот здесь вот давайте покажу вам. Вот смотрите. Вышла я последней изнаночной, и вот у меня отсюда начинается кромочная и отсюда начинается кромочная. Мы заводим ее в противоположную кромочную и обводим, так сказать, круг, да? Формируем еще одну кромочную, вот так. Далее выходим в серединку внутрь, там закрепляем нить, и вот что у нас получилось. Видите, вот такое вот тоже бесшовное, аккуратное соединение. Здесь соединять намного легче, потому что здесь мы не боимся, что наши петельки распустятся. И вот что у нас получилось. Вот эту часть мы сшиваем точно так же, как и противоположную сторону, вот эту вот. Но сначала нам нужно запихать в нее подушку. Подушка у меня идет декор подушка обычная, 30 на 30 сантиметров. И вот так выглядит наше полотно. То есть это все должно впихнуться в наше полотно. Видите? Блин, как неудобно это делать на камеру. В общем, вот таким вот образом мы ее запихиваем туда внутрь. Аккуратненько. Видите, она у нас хорошенько растягивается. В принципе, любой узор косы, он стягивает полотно. И вот что у нас получается. Теперь нам осталось сшить. Вот здесь будет сделать это немножко сложнее, потому что будет выпираться подушка. Поначалу вот здесь будут петли немного растянуты, не переживайте, потом это все дело хорошенько поправится, расправится после того, как сошьете. И не забывайте вот эти вот углы все выпрямить, прежде чем связать. И вот что у нас с вами должно будет получиться. Думаю, вот здесь вы уже сами сошьете, здесь в принципе ничего сложного. Подушка легко помещается, и видите, полотно хорошо растягивается, что вверх, что вниз. И обратите внимание, вот в этих местах никаких швов наших незаметно. И вот с этой стороны у нас вот такая вот красивая косичка аккуратная. И такая же будет с этой стороны.
Видите, почему мы с этой стороны шили вот таким швом? Потому что вот здесь, чтобы закрыть нашу подушку, нам нужно шить с лицевой стороны. Точно так же мы складываем. Вот здесь ниточка у меня короткая осталась, я привяжу новую. И вот также, видите, вот за вот эти вот перемычки с лицевой стороны сшиваем нашу подушку. Ну и вот, в принципе, готова наша подушка. Я зашила ряд вот этот вот до конца, сделала узелок, спрятала нить вязания внутрь туда, также иголкой. И вот, в принципе, вот такая подушка у нас получилась красивая, аккуратная. Видите, никаких соединений ни с этой стороны не видно. В общем, получилось такое сплошное одно полотно, очень красиво. Соединение видно наши только вот с этой стороны, и то, если присмотреться. Ну, в общем, видео достаточно длинное получилось, и поэтому я не буду отвлекать много вашего времени уже, потому что в основном все видео мы как раз с вами соединяли эти две половинки. Я постаралась все это максимально подробно рассказать, показать. Вот. И надеюсь, получилось не очень нудно. В принципе, с этой подушкой справится даже новичок. Поэтому еще раз спасибо, что досмотрели до конца. Поставьте лайк, если вам понравилось. Также можете перейти ко мне на канал, у меня там есть еще куча разных мастер-классов, поэтому, может быть, вам будет что-то где-то интересно. Подпишитесь, чтобы не пропустить моих новых видео. А пока, всем до новых встреч, пока-пока!